Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас с вами 1 июля. Сегодня, вы знаете, понедельник, рабочий день, первый этого месяца. И вы знаете, сегодня достаточно денежный день, поэтому обязательно проведите одну простую, но в то же время действенную практику. Напишите на купюре этот знак. Друзья, обязательно эту практику проведите сегодня в любое время, потому что астрологические аспекты и те звезды, которые сошлись на небе, достаточно имеют такое вот положительное и созидательное влияние. Но давайте далее, друзья, все более подробно. Прямо сейчас ставьте лайк этому видео. Обязательно подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны. Тоже всех хотим поблагодарить за донаты, друзья, которые вы нам отправляете. Итак, давайте начинать. Сегодня 1 июля, и Луна и Марс соединяются в Тельце, а это символизирует мощную энергию. Но с нашей стороны мы должны правильно этой энергией распорядиться. Дело в том, что это соединение олицетворяет необходимость в дополнительной мотивации, инициативе и решительности. День будет наполнен всевозможными вызовами и возможностями, и важно воспользоваться его потенциалом для достижения успеха. Для кого-то этот день, возможно, будет тяжелым. Все любят говорить, понедельник день тяжелый, но обратите внимание, вот будут вызовы, будут возможности, будут для вас какие-то новые открытия, в том числе и с деньгами. Поэтому, пожалуйста, если вам что-то сегодня предлагают, вам какие-то есть предложения поступают, ни в коем случае не говорите в первую же секунду слово «нет». Возьмите паузу, подскажите, что вы подумаете и так далее, потому что сегодняшний день, он достаточно такой вот энергетически сильный и может вам в дальнейшем, буквально через неделю-две, месяц, вы можете увидеть уже свои первые результаты вот именно работы этого дня. Также обращаем ваше внимание, что сегодня у нас с вами Луна в знаке зодиака Телец, а это у нас с вами символизирует стабильность, терпение и стремление, конечно же, к материальному благополучию. А в сочетании с энергичным и решительным Марсом это создает уникальную атмосферу, где спокойствие и сила сливаются воедино. Такое положение планет способствует активности и настойчивости, помогая справляться с трудностями и преодолевать любые препятствия. Но в этот день могут возникать искушения расслабиться и отложить какие-то важные дела. Вот этого ни в коем случае не делайте, не откладывайте в долгий ящик. Также сегодня Тельцу свойственен комфорт и удовольствие, поэтому это в какой-то степени может привести к ленности и откладыванию задач. Важно помнить и о том, что откладывание дел на потом может привести к торможению желанных процессов и помехам в реализации проекта в будущем. Поэтому, как бы вам сегодня не было бы тяжело, всякое бывает в жизни, все-таки возьмите себя в руки, поднатужьтесь и доделайте, сделайте, но главное, чтобы это было сегодня закрыто. Кроме того, обращаем ваше внимание, преодоление лени и нежелания действовать сегодня требует дополнительной мотивации и инициативы. Важно найти внутренние ресурсы и стимулы для того, чтобы взяться за важные дела и довести их до конца. Поэтому сегодня, 1 июля, используйте энергию Марса для активных действий и решительных шагов. Для эффективного использования энергии дня рекомендуется составить четкий план и организовать свои дела. Определите приоритетные задачи и распределите время таким образом, чтобы успеть выполнить все необходимое. Планирование поможет избежать прокрастинации и обеспечит успешное выполнение задач. Преодоление лени сегодня позволит вам войти в колею трудоспособности и успешного воплощения задуманного. Активное начало месяца задаст тон на весь июль. Обратите на это особое внимание, помогая вам достигать поставленных целей и реализовывать все ваши планы. Не бойтесь сегодня проявлять инициативу и брать на себя ответственность за свои действия. Также не поддавайтесь сегодня искушению расслабиться и отложить дела на потом. Используйте энергию дня для активных действий и реализации планов. Главное, действуйте решительно и настойчиво, и вы сможете преодолеть любые трудности на своем пути. Кроме того, постарайтесь сегодня преодолеть лень и нежелание действовать. Да, это требует определенной работы над собой, но если вы развиваете дисциплину и настойчивость, то
вы тем самым можете найти мотивацию в любых условиях. Это поможет вам не только сегодня, 1 июля, но и в дальнейшем достигать успеха в любых начинаниях. Обращаем ваше внимание, что сегодня 1 июля, это день, особенно прибыльный день, когда правильное использование символом может значительно улучшить ваше финансовое благополучие. Кроме того, сегодня 1 июля Луна и Марс соединяются в знаке Тельца. Вы знаете, Телец это который связан с материальным благополучием, со стабильностью и процветанием. Соединение Луны и Марса в этом знаке создает мощную энергию, способствующую активным действиям и финансовому успеху. Это идеальное время для проведения ритуалов на привлечение богатства. Поэтому в сегодняшний день обязательно привлекайте удачу, богатство, используйте специальные символы и обряды. Кроме того, сегодня 1 июля в народном календаре отмечается День Ярилы. И это символизирует плодородие и изобилие. Поэтому в этот день любые ваши начинания будут успешными, а правильно проведенная практика поможет вам еще и улучшить ваше финансовое состояние. Итак, как мы будем проводить эту практику? Давайте сначала проговорим касательно символа. Один из самых известных мощных символов, связанных с деньгами, это символ доллара. И именно этот символ ассоциируется с богатством, финансовым успехом и материальным благополучием. И вот написание этого знака на купюре поможет вам привлечь денежные потоки и усилить ваше финансовое состояние. Для тех, кто немножечко не понимает, вы должны понимать, что есть доллар, есть банкнота, да, есть платежеспособные купюры, а есть именно символ. И вот практика основана на этом символе. И еще раз, символ доллара, он представляет собой латинскую букву S, да, с вертикальной чертой, пересекающей ее. И вот именно этот знак прост в исполнении и легко узнаваемый. Итак, как мы саму будем практику проводить? Во-первых, сегодня вы ее можете проводить в любое время. Главное условие, чтобы вы были в хорошем расположении духа, чтобы вы чувствовали вдохновение, мотивацию. Если вы раздражены, если вы чем-то недовольны, то, знаете, проведение этой практики или у вас в конечном итоге ничего не получится, или результат будет достаточно таким вот не очень хорошим. Поэтому здесь много моментов зависит в первую очередь от вас. Итак, берем купюру, берем любую купюру, главное, чтобы она была поновее, была чистенькая. Это может быть с наибольшим номиналом, с наименьшим номиналом. Все зависит от вашего внутреннего состояния. Вы должны сами прочувствовать, что вы открыли свой кошелек, да, и увидели вот эту купюру, и вот вы ее на интуитивном уровне выбрали. Обращаем ваше внимание, практику мы можем проводить только с купюрами, которые принадлежат именно вам, то есть которые вы заработали своим трудом. Ни в коем случае это не должны быть кредитные деньги или одолженные деньги. Обратите на это особое внимание. Далее что мы делаем? Берем черную ручку или берем черный маркер. Если у вас есть ручка золотого цвета или золотой маркер, это идеальный вариант. Вообще черный и золотой это цвета символизируют богатство и силу. Итак, найдите то место, где вас никто не будет сегодня беспокоить. После этого сконцентрируйтесь на своих финансовых целях и мысленно представьте, как вы уже достигли успеха и процветания. После этого напишите символ доллара на одной стороне купюры. Постарайтесь делать это аккуратно и сосредоточенно, вкладывая в этот процесс свои намерения и желания. После того, как символ будет написан на вашей купюре, подержите купюру в руках и скажите вслух свои пожелания. Например, этот знак принесет мне богатство и изобилие. Пусть мои финансовые дела идут в гору и деньги текут ко мне рекой. Далее, после этого возьмите эту купюру и верните в кошелек или в то место, например, где вы храните деньги. Важно, чтобы купюра не тратилась и не передавалась другим людям в течение 3 дней. И вот на протяжении 3 дней она будет для вас талисманом и привлекать к вам финансовый успех. После истечения 3 дней вы можете не рассчитаться, как вам будет удобно. Главное, чтобы вы не рассчитывали за свои какие-то долги или кредиты. Обращаем
на это ваше особое внимание. Ну а прямо сейчас, друзья, в комментариях напишите следующие волшебные слова, которые помогут вам сегодня привлечь потоки изобилия, достатка и благополучия. И звучат они следующим образом. Я привлекаю богатство и изобилие. Деньги текут ко мне легко и свободно. Я достойна финансового успеха. Эти слова помогут вам сегодня на протяжении всего дня. Далее, друзья, хотим еще уделить внимание некоторым моментам. Также обращаем ваше внимание, что Луна в знаке зодиака Телец благоприятствует финансовым делам, поэтому сегодня уделите внимание своему бюджету, пересмотрите финансовые планы, сделайте необходимые покупки. Этот день хорошо подходит для решения вопросов, связанных с недвижимостью, инвестициями и материальными благами. Кроме того, влияние знака зодиака Телец благоприятно для заботы о здоровье и вашем физическом состоянии. Поэтому посетите как вариант сегодня врача, запишитесь на массаж или займитесь спортом. Особое внимание уделите питанию и режиму дня. Здоровый образ жизни поможет вам улучшить самочувствие и повысить уровень энергии. Кроме того, обращаем ваше внимание, что хотя сегодня и прекрасный день, но для некоторых людей этот день может нести определенные опасности. Как они будут проявляться? Обращаем ваше внимание, что стремление к комфорту и безопасности могут привести вас к излишней ленности и пассивности. Поэтому сегодня важно не увлекаться желанием расслабиться и избегать дел, которые требуют от вас усилий. Постарайтесь найти баланс между комфортом и активностью. Луна в Тельце может усилить материальные привязанности и желание накапливать. Важно помнить, что материальные блага – это лишь часть нашей с вами жизни. Поэтому сосредоточьтесь на духовных аспектах и не забывайте о внутренних ценностях. Также 25-е лунные сутки могут сегодня вызывать эмоциональную нестабильность и переживания. Поэтому важно сохранять спокойствие и не поддаваться ни в коем случае негативным эмоциям. Используйте этот день для медитации и самоанализа, чтобы найти внутренний покой и гармонию. Далее, друзья, давайте посмотрим, что же нам сегодня говорит карта Таро на этот день, 1 июля. И вы знаете, выпала карта «Звезда». И именно эта карта сегодня напоминает нам о важности веры в лучшее. Этот день принесет нам новые надежды и перспективы. Главное, не бойтесь сегодня мечтать и ставить перед собой амбициозные цели. Ваша вера в лучшее будущее поможет преодолеть любые трудности. Вообще карта «Звезда», она символизирует вдохновение и творческую энергию, поэтому сегодня идеальный день для реализации творческих проектов и идей. Вдохновение может прийти неожиданно, поэтому будьте готовы воспользоваться любыми возможностями для самовыражения. Также «Звезда» указывает и на наличие духовного руководства и защиты. В этот день вы можете чувствовать, как вас ведут высшие силы. Доверьте своей интуиции и внутреннему голосу. Они помогут вам принять правильные решения и найти верный путь. 1 июля также сегодня благоприятный день для физического и эмоционального исцеления. Карта «Звезда» подчеркивает необходимость заботы о себе и о своем здоровье. Займитесь практиками, которые будут способствовать восстановлению и гармонии, такими как медитация, йога или, как вариант, прогулка на свежем воздухе. Также этот день благоприятен для взаимодействия с другими людьми. Используйте свою энергию для помощи и поддержки близких. Создавайте и укрепляйте отношения, которые будут основаны на доверии и на взаимной поддержке. Уделите сегодня внимание своему физическому и эмоциональному здоровью. Займитесь практиками, и это будет способствовать восстановлению и гармонии, как вас внутренне, так и внешне. Теперь давайте уделим внимание Архангелу Михаилу и его советам на этот день, 1 июля. Итак, 1 июля Архангел Михаил призывает нас обратить внимание на защиту от негативных энергий. Он советует установить сильные границы, чтобы оградить себя от влияния, которое может навредить вам. Используйте молитвы, используйте медитации для связи с Архангелом Михаилом. Просите его защитить вас и ваш дом от всех форм зла и негатива.
Также Архангел Михаил напоминает, что истинная сила приходит изнутри. Он советует работать над развитием внутренней силы и стойкости, чтобы справляться с любыми вызовами, которые могут возникнуть на вашем пути. Архангел Михаил предлагает, чтобы вы сегодня уделили внимание себе, своему телу, дыхательным упражнениям, чтобы укрепить ваш дух и тело. Также сегодня день, когда важно следовать правде и стремиться к справедливости. Архангел Михаил призывает нас быть честными с собой и окружающими людьми. Не бойтесь говорить правду и отстаивать свои убеждения. Важно поступать справедливо и корректно во всех ситуациях, независимо от их сложности. Также отпускайте сегодня свои страхи и сомнения, которые могут удерживать вас от достижения ваших целей. Также Архангел Михаил напоминает, что страх – это иллюзия, и настоящий рост начинается тогда, когда мы отпускаем свои страхи и идем вперед с уверенностью. Используйте этот день для работы над своими внутренними барьерами и ограничивающими убеждениями. Вот такой, друзья, у нас с вами день, 1 июля. Мы надеемся, что эти советы и эти рекомендации помогут вам в жизни. Прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно делитесь этим видео с теми, кому это видео будет действительно интересно и полезно. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам благ, друзья. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.